Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить сочные и ароматные куриные зразы с грибами. По сути, это те же куриные котлеты, только с сочной и ароматной грибной начинкой. Рецепт несложный, из простых продуктов. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. И начну приготовление с грибной начинки. Шампиньоны нарезаю тонкими пластинками. Грибы идут в начинку, поэтому их нужно нарезать довольно мелко. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Теперь нарезаю мелкими кубиками лук. Разогреваю растительное масло, добавляю лук и пассерую его на средней мощности. Когда лук стал прозрачным, отправляю к нему грибы. В шампиньонах много влаги, чтобы она быстрее выпарилась и шампиньоны хорошо зарумянились, я переключаю плиту на сильную мощность. И регулярно их помешиваю. Когда они начинают подрумяниваться, я добавляю к ним грамм 20 сливочного масла и специи. Соль, черный молотый перец и обязательно немного тимьяна. Перемешиваю и готовлю еще минут 5, после чего начинку нужно остудить. У меня на канале есть рецепт сочных и ароматных куриных котлет в хрустящей панировке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Пока начинка остывает, я приготовлю фарш. Для фарша я беру филе бедра и филе грудки в равных количествах. Можно использовать только филе бедра, так фарш получается сочнее. Нарезаю мясо такими кусочками, чтобы удобно было перемолоть на мясорубке. Для измельчения куриного фарша я использую мелкую сеточку. Фарш готов, осталось его приправить. Добавляю соль, свежемолотый черный перец и перемешиваю. Затем вливаю жирные сливки. У меня жирность 33%, но можно использовать сливки с жирностью 20%. И теперь хорошенько вымешиваю фарш. После чего накрою его пленкой и уберу хотя бы на полчасика в холодильник. Кроме того, я нарезала маленькими кусочками сливочное масло и уберу его в морозилку. Оно мне понадобится в начинку. У меня на канале есть рецепт замечательных котлет по-киевски. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Начинаю формовать зразы. Смачиваю руки водой и набираю ложку фарша. У меня примерно получается около 85 граммов. Отбиваю его руками, как на котлеты. Делаю лепешку и выкладываю грибную начинку. В начинке беру примерно чайную ложку и кусочек замороженного сливочного масла для сочности. Соединяю половинки и слепливаю как пирожки. Масла немного, кусочек получается весом около 2 граммов. И в готовом виде зразы получаются весом примерно 100 граммов. Придаю им форму. Готовые зразы укладываю на доску, застеленную пищевой пленкой.
Формую остальные. Если у вас получилось больше зраз, чем вы планировали, то их можно заморозить. Это очень удобно. Готовые полуфабрикаты. Готовые зразы я обжариваю. Разогреваю растительное масло и выкладываю зразы. Я довожу их до готовности на сковороде, я их не тушу дополнительно и не запекаю в духовке, поэтому выставляю плиту на среднюю мощность и жарю примерно по 4 минуты с каждой стороны. Очень важно не пересушить куриные зразы, чтобы они остались сочными. Курица – это белок. Когда вы жарите зразы или котлеты, то вначале они очень нежные, а по мере приготовления белок схватывается и котлеты становятся более упругими. Если вы надавите на них лопаточкой, то они должны быть слегка пружинистыми, а не твердыми. Ну а если они еще мягкие, то дайте им еще немного времени дойти до готовности. Мои зразы готовы, выкладываю их на тарелку. Пока они горячие, разрежу одну. Вот видите, сколько сока. Конечно, внутри сливочное масло, но и сам фарш мягкий и сочный. Для приготовления мне сегодня понадобилось для фарша 700 граммов филе бедра, 600 граммов филе грудки, 100 миллилитров сливок с жирностью 33%, соль, черный перец. Для начинки 400 граммов шампиньонов, 1 луковица, 20 граммов сливочного масла, соль, черный молотый перец и тимьян, а также замороженное сливочное масло для начинки, около 40 граммов. Из данного количества продуктов получилось 18 штук зраз. Готовые зразы можно подавать с гарниром или салатом. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты котлет смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!